Давным-давно я увидела фильм о женщине, которая спасала редких горных горилл. Он произвел на меня сильные впечатления, и мне захотелось самой увидеть этих гигантов. Прошло много лет, прежде чем это желание осуществилось, и я оказалась в Руанде. Я побывала у горилл и увидела их собственными глазами. Меня удивило, что местные жители как-то не очень охотно говорили о ней, хотя в стране есть пара музеев, посвященных ей, есть трек к ее могиле и месту, где раньше была ее хижина. Все постройки были уничтожены армией Конго во время военных вторжений. Поскольку у меня было много времени по вечерам, я погрузилась в изучение этой истории. А сегодня я даже сходила на вершину вулкана Бисати к ее могиле. Дайан Фосси была легендой. Внушительных размеров, далекая от изящества женщина. Она была противоречивой личностью, героической и фанатичной, преданной гориллам и не любившей людей, независимой и переходящей все границы, упорной и невероятно упрямой. Эти черты помогли ей стать известной, но именно они привели ее к гибели. У нее было непростое детство, когда ее отвергали даже в семье, особенно отчим. Еще в школе она была сложным и замкнутым человеком. На фото из выпускного альбома юная Дайан смотрела затравленным взглядом никем не принятого школьного изгоя. У нее было несколько серьезных хронических заболеваний, в том числе эмфизема легких, которую она усугубляла постоянным курением, абсолютное противопоказание для жизни в горах. Родной отец, который покончил с собой в 55 лет, передал ей склонность к депрессиям и привычку справляться с ними время от времени с помощью алкоголя. Впоследствии недруги, которых у нее было предостаточно, пытались представить ее алкоголиком, но это не находило реальных подтверждений в последние годы ее жизни. Не имея никакого профильного образования по зоологии или этологии, Дайан решила поехать в Африку и жить среди горилл. Она познакомилась с Луисом Лики, знаменитым ученым, и убедила его отправить ее изучать горилл, после чего осталась там на десятилетия. Сначала она 1,5 года жила в палатке, а потом ей построили хижину. Со временем Фосси все больше любила горилл, которые приняли ее в свою семью, и становилась все более замкнутой и трудной в общении с людьми, отторгая всех потенциальных сотрудников и замыкаясь в себе. С животными Дайан быстро нашла общий язык. Она даже выработала свой стиль поведения с гориллами. В их присутствии она передвигалась, как и они, на четвереньках, опираясь на руки, даже ела дикий сельдерей, их любимое лакомство. И со временем даже научилась общаться с ними, подражая их звукам. А вот к людям она стала относиться с неприязнью и весьма враждебно, даже к своим собственным помощникам. В своих дневниках она называла своего кухонного боя грубым и наглым и признавалась, что ненавидит и его, и охранников парка. Понятно, как это воспринимали африканцы. Фосси любила только горилл, весь остальной мир был ей чужд и враждебен. Спустя время ее непростой характер и сложные отношения с миром привели к неприятностям, оказавшимся для нее роковыми. В дождевых лесах Руанды с незапамятных времен существовало племя Батва-охотники, расставлявшие ловушки на лесную дичь. Время от времени в ловушки неизбежно попадали гориллы, что приводило к мучительной смерти животных. После гибели нескольких обезьян Фосси просто обезумела и объявила настоящую войну охотникам, уничтожая их ловушки, которые были источником пропитания для всего племени. И племя не осталось в долгу. Война разгоралась, и вскоре местные жители уже намеренно убивали горилл Фосси и бросали их обезглавленные тела рядом с ее хижиной. А она, в свою очередь, избивала их палками и даже похищала детей. Ей пришлось преодолеть свою неприязнь к миру и начать ездить с лекциями и призывами о помощи. Ее услышали, и деньги хлынули в ее фонд, названный в честь любимого самца Диджита. Была организована надежная служба охраны заповедника, удалось пробудить у путешественников интерес к наблюдению за гориллами, так что туризм стал приносить доход как заповеднику, так и местной экономике. Условия для горилл улучшились, стадо даже начало расти. Но саму Фосси оттуда убрали, слишком она всех раздражала.
Ей предложили читать лекции в университете Корнелла, где, по свидетельствам, она скатилась в привычные депрессию и алкоголизм. Но долго Дайан не продержалась, вопреки всем уговорам, вернулась в Руанду к своим любимым гориллам. Так началась последняя, печальная глава ее жизни. Фосси снова начала воевать с браконьерами и охотниками, ссорилась с рейнджерами, которые водили ненавистных ей туристов, воевала с местными жителями, которые расширяли свои пашни, ругалась с чиновниками из правительства. Ее здоровье было подорвано алкоголем, многолетним курением и эмфиземой. Она уже едва ходила, ей приходилось пользоваться кислородом при вылазках в лес, и к хижине ее иногда приходилось носить. Там, в хижине, ее убили однажды ночью. Правительство Руанды быстро свалило вину на ее аспиранта, которого заочно приговорили к смерти. Затем обвинили ее местного помощника, который покончил с собой в тюрьме. Никто толком не расследовал это преступление, поскольку ее смерть, как ни грустно это осознавать, была выгодна всем. Фосси похоронили рядом с ее любимой гориллой Диджитом. Она была непростым человеком, порой очень неудобным, но люди, преданные своей идее и предназначению, редко бывают удобными для окружающего мира. Они движутся к своей цели, иногда задевая интересы других, даже не замечая этого или не считая важным. Тем не менее, она привлекла внимание к трагедии вымирания этих добродушных гигантов, изменила отношение к ним и, как бы это ни было иронично, заложила фундамент одного из источников благополучия страны. Теперь гориллы и Фосси стали главными туристическими аттракциями Руанды. Вот поход к гориллам за очень большие деньги, час пребывания рядом с семейством стоит $1500. Вот хижина Фосси и ее могила, вот музей Фосси, вот еще один ее музей, а вот таблички на месте, где находился исследовательский центр Карисоки. Это приносит весьма солидный доход, и кроме того, вокруг этого кормится огромное количество людей-рейнджеры, портеры, водители джипов, гиды, музейные смотрители, отели со всеми своими штатами. Те, кого считали помехой, бессмысленными и бесполезными, с кем боролись и уничтожали, теперь стали самыми ценными существами и практически символом страны. Нет такого места в Руанде, где бы не стояли весьма уродливые скульптуры горилл. И теперь здесь нежно почитают и горилл, и Фосси. Только самим гориллам это безразлично, как ели меланхолично свой бамбук, так и продолжают есть. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, до новых встреч!